Сегодня я расскажу вам об истории парфюмерии. Мужчины, не разбегайтесь. Вы не поверите, когда я вам расскажу, откуда они берут самые дорогие и самые дефицитные ингредиенты для духов. Из мест, куда бы вы ни за что не полезли за чем-то ароматным. А кроме того, когда еще вы услышите о том, как изобрели перегонный аппарат. Садитесь поудобнее и давайте начнем с того, что вообще такое запах. Запах – это, строго говоря, не свойство предметов, а результат нашего восприятия некоторых их свойств. Летучие молекулы отрываются от поверхности вещества и оказываются в нашем носу, где они связываются с обонятельными рецепторами, которые дают сигналы в мозг, и он истолковывает их как присутствие определенных вещей или сред. Запах осенних листьев, запах океана, аромат розы, упоительное благоухание булочек с корицей. И поскольку обонятельных рецепторов прорва, и все они могут у разных людей работать немного по-разному, то одни и те же молекулы аромата могут у разных людей вызывать очень разные ощущения и ассоциации. И это не только о том, что у одних людей обоняние более чувствительно, чем у других. Нет. Мы именно истолковываем присутствие запаха в воздухе по-разному. К примеру, молекула бета-ионон. Для 50% людей это аромат фиалки. 30% вообще почти не чувствуют никакого запаха, а 20% воспринимают ее как запах плесени. Запах рождается в вашем мозгу. На это еще накладывается ваша личная история, культурные стереотипы. К примеру, запах лакрицы для американцев – это запах конфет, но для большинства из вас это однозначно сироп от кашля. Зато бодрящий запах нашей квашеной капусты может вызвать неконтролируемую рвоту у европейца с юга, где традиционно не квасят овощей. Большинство людей любят запах пирожков, но запах табачного дыма разводит нас на две почти непримиримые группы. Один японец угостил нас конфетами, которые приятно пахли гнилыми водорослями. Я человек без предрассудков, но я не смогла их есть. Причем то, как воспринимается некий аромат, может меняться на протяжении истории. Запах ладана сейчас однозначно читается как церковный, но в дохристианское время ладан был просто одним из элитных ароматов, которыми душились светские дамы. Но в чем люди всегда были согласны, запахи имеют огромное психологическое значение. Ничто так не пробуждает память, как знакомый аромат. Ничто не вызывает эмоции так, как запах, сцепленный с определенным переживанием. Твоя мама приехала! Если ты хочешь иметь сексуальные отношения с этой девицей, узнай, каким одеколоном пользовался ее отец. Неудивительно, что с древности по сей день ароматы были связаны с религией. Древние люди жгли душистые смолы и травы, чтобы умилостливить богов. В церквях до сих пор кадят ладаном. Самое время заметить, что само слово «парфюм» происходит от латинского выражения «perfumum» – через дым жертвенных благовоний. Так вот, очень важный момент. Когда мы говорим о запахах, мы имеем в виду огромное количество, огромный ассортимент очень разных химических соединений. Вообще большинство запахов, которые мы узнаем, не являются одним веществом, а целым букетом. То есть запах спирта – это запах спирта. Но, к примеру, запах розы – это целый список составляющих. Ингредиенты запахов могут обладать разными физико-химическими свойствами. Некоторые из этих веществ лучше всего растворяются в воде, другие в масле, а третьи преимущественно в спирте. Поэтому в далеком прошлом людям было доступно только ограниченное количество ароматов для изготовления духов. Не потому, что там не росли душистые цветы и травы,
а потому что отнять у них аромат люди еще не умели. Они бы хотели, но они не могли. Самым примитивным способом отнять аромат у природного сырья было просто растереть его в руках. Вы можете пойти на кухню, взять корицу в виде порошка и натереть ее ладони, и ваши руки некоторое время будут пахнуть корицей. Ее ароматные вещества растворятся в жире и влаге вашей кожи. И это то, что делали древние вавилоняне, египтяне и греки. Корица – это один из самых древних ароматов. Это кора коричного дерева. Кора и смола деревьев были первыми прирученными источниками ароматов. Их ароматы довольно стойкие. Их можно было использовать прямо так, и благовонную смолу жгли в качестве фимиама на жертвенниках. Люди использовали ароматную древесину, такую как сандал, для изготовления мебели и предметов быта. Пресловутые библейские мирра и ладан – это благовонные смолы. Древесная смола не растворяется в воде, но, как многие из вас на собственном опыте знают, растворяется в масле. Если вы выпачкались в смоле, вы оттираете руки растительным маслом. И люди начинают замачивать ароматные смолы в растительных и животных жирах, получая парфюмерные масла, которыми можно было умощать тело и волосы. Греческий философ Теофраст в трактате о запахах подробно описал технику изготовления первых духов. Основой служит почти всегда растительное масло. И проблемой было найти такое масло, которое само почти не пахнет, в которое кладутся кора, смолы, а также разные специи. Смесь нагревают на слабом огне, настаивают, фильтруют, а потом повторяют процедуру, пока масло не приобретает сильный аромат ароматического сырья. Но далеко не все запахи можно отнять у природы таким способом. И в результате ассортимент ароматов, доступных древним парфюмерам, был очень невелик. Древнегреческие парфюмеры даже красили свои духи, чтобы отличить их от продукции конкурентов, потому что на запах они отличались слабо. Их букеты с нашей современной точки зрения были не столько парфюмерными, сколько кухонными и церковными. Ладан, мирра, корица, кориандр, майоран, лавровый лист. Цветочных ароматов практически не было. Роза стала, можно сказать, символом парфюмерии не только потому, что она имеет приятный запах, но и потому, что это один из очень немногих цветов, аромат которых не разрушается при нагревании и переходит в воду при простой мацерации, то есть в многодневном настаивании. Но это редкость среди цветов. И вплоть до конца Древнего Рима модницы и модники пахли скорее, как ваш шкафчик для специй. К примеру, первые известные нам модные духи назывались мегалеон, и они пахли миррой, кассией и корицей. И так было до тех пор, пока средневековые арабы не изобретут перегонный куб. Еще в древнем Вавилоне начали экспериментировать с перегонкой, строя примитивные перегонные кубы из горшков. Вообще первым известным в истории парфюмером была некая Тапути Билат Элаким, придворная делательница благовоний, о которой мы узнаем из вавилонской глиняной таблички XII века до нашей эры. Она была не больше, не меньше, как надзирательницей царского дворца и одним из первых, если не самым первым химиком в истории. Тапути разработала метод извлечения ароматов, который был записан и дошел до наших дней, с оговоркой, что мы вообще можем читать древнюю вавилонскую письменность. И похоже, что она уже использовала примитивную дистилляцию, смешивая растительные компоненты с водой и многократно нагревая смесь с последующей конденсацией ароматных паров. Но навряд ли у нее получалось очень хорошо. Первые настоящие эффективные перегонные аппараты, металлические и герметичные, будут изобретены только в средние века исламскими алхимиками. Для мусульман парфюмерия тоже имела религиозный подтекст, поскольку ее использование буквально
прямым текстом требуется в Священном Писании. Не в Коране, но в хадисах, сборниках о делах и высказываниях Мухаммеда. Написано, что пророк велел всем правоверным совершать омовение, чистить зубы специальной палочкой, мисваком и по возможности использовать духи. То есть спрос был. Отец арабской философии и ученый-эрудит Аль-Кинди в IX веке написал книгу под названием «Книга химии духов и дистилляций», где описаны более 100 рецептов ароматических масел, мазей и притираний. В книге также описано оборудование для их изготовления. Например, перегонный куб вот такой конструкции, который до сих пор носит арабское название – аламбик. Великий Ибн Сина описал создание розовой воды путем дистилляции. Розовые лепестки измельчаются и погружаются в воду. Сосуд накрывается специальным куполом с отводной трубкой и нагревается до кипения. Пар, насыщенный летучими эфирными маслами, поднимался в купол, где он охлаждается и конденсируется. При этом дистиллированная розовая вода сливается по трубке в приемник, а на куполе остается налет чистого розового масла. Дистиллированная розовая вода обладала более ярким и тонким ароматом, чем легко скисавшая настойка, сделанная мацерацией, и гораздо лучше хранилась. И она получила колоссальную популярность по всему цивилизованному миру, которая сохранялась веками. Ей приписывали лечебные свойства и добавляли ее в сладости. Точно так же ароматизированную воду можно получить из флёр-д'оранжа, цветков горького апельсина, а также лаванды, белой лилии и мяты. Но жасмин, фиалки, гиацинты, нарцисс, сирень не сохраняют запаха при таком грубом обращении. И тем не менее, ближневосточные, особенно иранские алхимики, значительно расширили ассортимент доступных в парфюмерии ароматов. И помимо растительных, они ввели в употребление важнейшие животные ингредиенты, происхождение которых может шокировать неокрепшую душу. Первым, конечно, следует упомянуть мускус. До сих пор сильная нота мускуса – это знак восточного аромата. Первоначально его получали из экзокринной железы, стручка на профессиональном жаргоне, расположенной между гениталиями и пупком самца гималайской кабарги. Мускусная железа находится прямо под кожей и выделяет пахучий секрет. Кабарга, самец, трется брюхом о деревья, помечая своим запахом территорию. Мускус добывали, отстреливая животных специально для этого, или ловя их в капканы. Железу вырезали и сушили. После высыхания красновато-коричневая паста внутри стручка превращается в черный зернистый материал, называемый мускусным зерном, с резким звериным запахом. Этот запах становится условно приятным только после значительного разбавления. Вот как он описывается. В мире мало других природных материалов, обладающих столь сложным ароматом, как мускус кабарги. Его можно охарактеризовать как землистый, теплый, сладкий, пудровый, шоколадный, фекальный, аммиачный, несвежий, древесный, жирный, влажный, потный, кожаный, пыльный и так далее. Но главным был даже не сам запах мускуса, а то, что он как бы прилипал к коже. Если тогдашние цветочные духи выветривались очень быстро, с добавлением микроскопических объемов мускуса они становились устойчивыми и держались часами. Запах мускуса вносил в букет ноту тепла, глубины, смягчал резкие цитрусовые ноты, делал запах более взрослым и сложным. Мускус стал пользоваться огромной популярностью и стоил очень дорого. Со временем выяснилось, что и у других животных есть железы, испускающие похожий запах. И мускус начали добывать из андатры, овцы-быка, одного вида черепах и у многих других животных. У крокодилов, как выяснилось, есть 2 пары мускусных желез. Одна пара расположена в углу челюсти, а другая в клоаке. К этому же ряду парфюмерных ингредиентов относится цибет, секрет анальных желез африканской виверы,
и касториум или бобровая струя, секрет паховых желез бобра. Это сильные, в чистом виде совершенно отталкивающие животные запахи, которые в разбавлении давали духам нюансы кожи, шерсти, животного тепла. И многие классические сексуальные чувственные духи Шалимар, Cuir de Rose и даже Шанель номер 5 имели в себе ароматы из подхвостья какого-то животного. Но в наше время это уже почти наверняка химически синтезированный аналог того, что раньше добывалось из подхвостья бобра, или кабарги, или крокодила. Если вам нравится это видео, не забудьте поставить лайк, чтобы YouTube знал, что в будущем вам предлагать. И подписывайтесь на мой канал. Другим драгоценным и омерзительным парфюмерным веществом была амбра, амбагрис. Амбра – это такая липкая масса, образующаяся в кишечнике кашалотов, когда они проглатывают что-то, что трудно переварить. Например, клювы гигантских кальмаров. Амбра обволакивает эти твердые предметы, чтобы они не раздражали пищеварительный тракт. Амбра ценилась в парфюмерии как великолепный фиксатор, дающий духам устойчивость. И ценилась она на вес золотом. Когда выветриваются первоначальные фекальные ноты, у амбры проявляется сложный сладко-землистый и при этом морской аромат. Если вы читали мою любимую книгу «Моби Дик» или «Белый кит», то там рассказывается, как амбру добывают из тела дохлого полуразложившегося кита. Схватив острую фленшерную лопату, он начал рыть в китовом теле яму чуть позади бокового плавника. Казалось, он ведет раскопки в море. Смрад становился все непереносимее, но вдруг, как бы из самого сердца этой чумной вони, потянулся тонкой струйкой нежный аромат, пробираясь сквозь волны дурных запахов, подобно тому, как одна река, вливаясь в другую, еще долго течет в ней, не смешиваясь сама по себе. «Нашел, нашел!» – радостно воскликнул Стаб, нащупав что-то в темной глубине. «Клад!» Выпустив лопату, он сунул в яму обе руки и вытащил в горстях нечто, напоминающее с виду виндзорское мыло или зацветший старый сыр, и при этом очень пахучее и маслянистое. Это вещество можно продавить пальцем, а цвет у него какой-то промежуточный, не то желтый, не то пепельный. Это, друзья мои, и есть серая амбра, идущая по золотой гинее за унцию у любого аптекаря. Амбру также находят выброшенной на берег или плавающей в воде. И мы еще не знаем, как амбра эвакуируется наружу. То ли кашалот ее отрыгивает через рот, то ли с противоположной стороны. Хауард, у тебя есть лосьон после бритья? Черный редикюль, верхнее отделение. Ого, сколько тут одеколонов. Верхний ряд мускус, средний древесные, кожа и шипры. Нижний разнообразные феромоны. Пользуйтесь осторожностью. Откуда вообще людям пришла в голову идея использовать эти дары природы, о которых моя одноклассница сказала бы, не к столу будет сказано и не руками будет взято, в парфюмерии? Да потому что в старину духи были лекарством. Даже после того, как духи решительно перешли из ритуального в светское применение, за ними сохранилась сверхъестественная репутация. Из религии они перебазировались в медицину. Их не только мазали на себя, но и принимали внутрь, пили, как цельными, так и в вине, для здоровья. Идея, что приятные запахи противостоят неприятным и гнилостным, а значит очищают воздух и способствуют борьбе с болезнями, очень древняя, и она легко вписалась в теорию миазмов. И в средние века люди духами боролись с инфекционными болезнями, распыляя их по помещению, намазывая на себя и просто вдыхая аромат. И мускус, амбра и бобровая струя считались обладающими какими-то лечебными качествами, и таким образом они нашли свою дорогу в лаборатории алхимиков-фармацевтов, которые в какой-то момент начали добавлять их не только в лекарства, но и в духи. Через Андалусию, крестовые походы и торговцев специями парфюмерная культура Ближнего Востока постепенно проникает в Европу.
И поначалу в раннесредневековой Европе духи существовали на периферии в виде благовоний для церкви и лекарственных составов. Из-за убежденности, что приятные ароматы очищают воздух и борются с болезнями, люди носили помандеры – маленькие ажурные шарики, наполненные какой-то ароматической смесью. Собственно, амброй, лекарственными травами, мускусом, корицей, гвоздикой, лавандой. Помандеры были предметами роскоши, делались из драгоценных материалов и крепились на цепочку к поясу или вешались на шею. Маленькие можно было носить на кольце. Итальянские аптекари продавали также ароматизированные пилюли, содержавшие мускус, амбру и розовое масло. Идея была, что ты пропитываешься здоровыми ароматами изнутри, и к тебе не будет липнуть никакая зараза. Опять же, люди пили ароматизированное вино ложками, как микстуру. Я надеюсь, что ложками. Между тем, технологии дистилляции улучшаются, и вино становится все крепче. Переломным моментом в истории парфюмерии часто называют выход на рынок так называемой венгерской воды, созданной в XIV веке при дворе королевы Елизаветы Венгерской. Это был ароматный настой розмарина и других трав на спирте. Первый современный парфюм на алкогольной основе. Исторический рецепт не сохранился полностью, но наиболее известная ранее формула включала в себя розмарин, основной ингредиент, лаванду, мяту, тимьян и апельсиновый цвет. И все это настаивалось на винном спирте 35% крепости. Это был травяной, освежающий, камфорный, слегка цитрусовый аромат. Почти как ранний одеколон, только раньше на 300 лет. Выяснилось, что розмарин великолепно отдает запах спирту. Его эфирные масла почти не растворяются в воде, но в спирте они раскрываются. Розмарин начинает пахнуть ярче, свежее, интенсивнее. Он стал первым растительным сырьем, показавшим смысл спиртовой парфюмерии. Многие душистые растительные компоненты, которые раньше невозможно было использовать для духов, потому что они не отдавали запах маслу или теряли запах при перегонке или очень быстро портились, стали доступны для парфюмерии, потому что спирт мог вытягивать ароматические масла, предохранять продукт от порчи. Из-за своего стремительного испарения с кожи давал запахам летучесть и небывалую мощь. Благодаря тому, что спирт вытягивал ароматы из цитрусовых корок и ароматических трав, стало возможным создание нового жанра духов. В 1708 году итальянский парфюмер Джованни Мария Фарина, живший в Кёльне, писал своему брату Жану Батисту: «Я нашел аромат, который напоминает мне итальянское весеннее утро, горные нарциссы и цветы апельсина после дождя». Он назвал свой аромат «Eau de Cologne» – «Кёльнской водой», в честь города, ставшего его вторым домом. Одеколон получил колоссальную популярность и продавался по всей Европе. Один флакон стоил половину годовой зарплаты госслужащего. И да, хотя его продавали исключительно как духи, в годы чумы его начали пить для профилактики инфекций. Говорят, что сильный цитрусовый аромат одеколона отпугивал блох, переносчиков чумы. Так что одеколон внутрь действительно помогал. К XVIII веку европейским центром парфюмерной промышленности уже была Франция. Выращивание цветов для получения парфюмерной эссенции, начавшееся еще в XIV веке, превратилось в крупную отрасль на юге страны. За облаками ароматов стояла мощная экономическая система. Производством духов занималась гильдия перчаточников-парфюмеров, богатая и влиятельная организация. Город Грасс поставлял цветы, особенно розы, жасмин и флёр-д'оранж. Фарфоровая фабрика в Севре изготовляла изысканные флаконы для духов. Французская парфюмерия превратилась в национальное достояние. Двор Людовика XV был настолько насыщен ароматами, что европейцы прозвали его «La Cour Parfumée» – «благоухающий двор». Если бы вы попали в Версаль в середине XVIII века, вы получили бы
сокрушительный удар по обонятельному центру мозга, причем неоднозначный. Люди тогда редко мылись, а туалетные нравы королевского дворца где-то назвали исключительно неформальными. Духи оберегали французскую аристократию от прозы жизни и превратились в один из определяющих элементов французского рококо. Король требовал от придворных парфюмеров нового аромата на каждый день. Комнаты опрыскивались перед его приходом, даже фонтаны наполнялись благовониями. В этом царстве ароматов мадам де Помпадур занимала центральное место, и ее личный вкус определял то, что вся аристократия считала элегантным. Она предпочитала легкие цветочные композиции – фиалки, тубероза, бергамот, флёр-д'оранж, которые стали символизировать эстетику всего рококо. Нежные, пастельные, воздушные, очень женственные. После прихода к власти Наполеона непомерные расходы на духи продолжились, но вкусы изменились. По свидетельствам современников, сам император предпочитал одеколон и использовал от 1 до 3 бутылочек в неделю, не только нанося его на кожу, но и наливая в воду для купания. Перед важными битвами Наполеон добавлял побольше одеколона. Его бодрящий, почти лекарственный, свежий цитрусовый аромат звал на бой и дисциплинировал. В то же время его Жозефина предпочитала более сильные чувственные духи. Она обожала мускус и использовала его так много, что спустя 60 лет после ее смерти аромат ее духов все еще витал в ее будуаре. Конец XIX века радикально меняет правила игры. К натуральным ингредиентам добавляются синтетические ароматические молекулы. В 1868 году британский химик Уильям Перкин синтезирует кумарин – вещество с запахом свежескошенного сена и миндаля, ставшее важнейшим ингредиентом современных фужерных духов. В 1870-е годы химики Фердинанд Теман и Вильгельм Харман синтезируют ванилин, сделав возможным массовое использование запаха ванили без зависимости от урожая орхидеи и колониальной логистики. В начале 20 века химикам-органикам удалось синтезировать алифатические альдегиды. Их запах одни люди называли свежим и искристым, другие считали, что это запах мыла. В любом случае, все соглашались, что это неестественный химический запах. И в добавлении к составу духов он делал букет современным, абстрактным, не намекающим ни на какие конкретные природные компоненты. Первым альдегидным ароматом стал Шанель номер 5, в котором альдегиды маскируют животную чувственность мускуса. И с тех пор химия продолжает поставлять как искусственные заменители натуральным ароматам. Амбра и мускус в современных духах практически всегда химически синтезированы, а не взяты из природы. Так и создавать новые ароматы, не являющиеся ни цветами, ни специями, ни травами, ни смолами. Вы чувствуете этот запах? Это запах новых комиксов. Oh, yes. В результате традиционную классификацию духов, сложившуюся к началу 20 века, ароматы цветочные, которые пахнут цветами, розой, гвоздикой, фиалкой, ароматы цитрусовые, наиболее проявленные в традиционных одеколонах, затем ароматы восточные, в которых четко читались амбра и мускус, древесные, к примеру, с запахом сандалового дерева, травянистые шипры от слова «кипр» по-французски, и производные от них фужерные на основе запахов лаванды, мха и того самого кумарина, стали дополнять новыми группами, которые выделились и стали возможными благодаря современной химии. Например, океанические ароматы, которые пахнут как пляж, и очень часто являются ароматами унисекс, про которые не скажешь, мужские они или женские. Или гурманские съедобные ароматы, которые вобрали в себя традиционные кондитерские запахи – ваниль, корица,
Но сюда же добавились очевидные искусственные сладкие ароматы, духи, которые пахнут как карамель, как шоколад или как жвачка. Сейчас, в принципе, парфюмеры могут создать для вас личный аромат, соединяющий в себе что угодно. Какие угодно благоухания, все, что вам нравится. Запах старых книг, запах асфальта после дождя, бархатных штор, ностальгии и экзистенциализма. Вещей, которые в принципе нельзя ни подвергнуть перегонке, ни замочить в горячем оливковом масле, ни сделать из них спиртовую эссенцию. Нам больше не нужно отбирать запахи у природы, химики конструируют их из отдельных молекул. Что не изменилось, так это то, что иной раз пройдешь мимо кондитерской, оттуда вдруг пахнет прямо бабушкиными пирожками, и ты остановишь стремительный бег, закроешь глаза, и тебе снова 7 лет, и ничего этого не было, и все еще впереди. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание, и до скорых встреч. Друзья мои, если вы хотели бы больше и чаще узнавать интересные, забавные и шокирующие факты, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или на Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые. Я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. На этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. На втором же уровне вы также получите доступ к дополнительным коротким видео на темы, которые в YouTube не опубликуешь, и к полным вариантам некоторых еженедельных видео, опять же, с такими подробностями истории бескультурья, которые не подходят для широкой аудитории. Оставляю на ваше решение, смотреть их или не смотреть в компании детей и внуков. Опять же, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, то это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. Приходите ко мне на Бусти или на Patreon, у нас там собирается замечательная душевная компания настоящих бескультурников. Ты что тут делаешь? Чай пью? А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.